Добрый день, дорогие зрители канала Адская Пекарня. Сегодня мы начинаем новый цикл роликов, посвященный фондовому рынку. Данный цикл роликов полностью заменит рубрику «Народный инвестор» на данном канале. Теперь рубрика «Народный инвестор» будет выходить в формате ежемесячных статей в группе ВКонтакте. Я думаю, это не последнее ее преображение, но пока остановимся на этом. Ежемесячно я буду публиковать в группе статьи в том же формате, что и планировал публиковать в качестве видеороликов. Если вам интересно следить за развитием данной рубрики, то ссылочка на группу будет в описании. Что же касается группы «Основы заработка на фондовом рынке», то она отлично подходит под формат нашего канала. В данной рубрике мы подробно разберем, что такое фондовый рынок, научимся выбирать и открывать брокерский счет, выбирать акции самостоятельно, пройдем краткий экскурс по спекуляциям на рынке ценных бумаг, поработаем с другими видами финансовых инструментов, а в качестве изюминки на торте научимся выводить деньги с брокерского счета. Я думаю, данный видеокурс будет достаточно интересен. Если вас заинтриговал, то усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодняшний наш видеоурок мы посвятим основам фондового рынка. Что же это за зверь такой? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте сначала разберем понятие рынок. Мы уже столько раз обращались к этому понятию, но так до сих пор и не разобрали его. Под рынком мы понимаем взаимоотношения между двумя субъектами с целью получения некоторой экономической выгоды. Экономические отношения, как и понятие рынок, зародились очень давно. Сейчас мы с вами ежедневно совершаем десятки денежных транзакций. Каждый день, приобретая в магазине те или иные товары, мы также являемся участниками рыночных отношений. В данном случае мы производим банальный обмен. Когда-то принятую в обиход валюту в обмен на продовольственные товары, одежду и так далее. По сути своей деньги имеют ценность только пока есть общество. Представьте, что у вас в кармане 1 миллион рублей. Казалось бы, очень много. Но что, если все люди резко исчезнут? И будет ли вам нужен в такой ситуации 1 миллион рублей? Он в мгновение ока превратится в пыль и не будет иметь никакой ценности. И вот тут мы плавно переходим к таким понятиям, как спрос и предложение. Многие, возможно, слышали выражение знаменитого английского экономиста Джона Кейнса: «Спрос рождает предложение». Это выражение будет ясно даже ребенку и до банального просто. Все более чем логично. И если никто не спрашивает, то зачем это предлагать? Это фундаментальный закон рынка. Самый банальный пример. Представим, что вы находитесь в центре города. Вокруг полно различных магазинов. В этот момент к вам подходит незнакомец и предлагает приобрести у него бутылку воды за 1000 рублей. Что вы сделаете? Наверняка вы пошлете этого проходимца куда подальше. Но что, если мы немножечко изменим обстановку и перенесемся в пустыню, на улице плюс 50, и уж очень вам хочется пить, а воды, как назло, нигде нет? Тогда к вам опять подходит этот незнакомец и предлагает глоток воды за 1000 рублей. В этот раз вы точно не откажетесь, да еще и накинете сверху за второй глоток. Это происходит ровно потому, что в первом случае у вас нет желания пить, нет спроса на товар. Да и магазинов кругом полно, так что можно купить водичку подешевле. А вот во втором случае у вас уже есть желание пить, а вот предложений вокруг нет. Как только оно появляется, вы сразу готовы его принять, даже порой по космически завышенной цене. В сегодняшнем ролике углубляться в базовую экономику я не планирую, но все же стоит прояснить некоторые фундаментальные понятия. Собственно говоря, описанный ранее процесс и является моментом зарождения рынка. Впоследствии появляются и другие субъекты рынка, появляется здоровая конкуренция, рынок начинает развиваться. Все, о чем мы с вами говорили ранее, это торговая площадка Steam, Marketplace и даже YouTube, все это попадает под понятие рынок. Теперь настало время вернуться к стартовой точке. Что такое фондовый рынок? Фондовый рынок – это рынок ценных бумаг. Если вы знакомы с рынком Steam, но не знакомы с рынком ценных бумаг, то вам не составит труда быстро разобраться в механизме работы новой торговой площадки. На самом деле торговая площадка Steam – это копия рынка ценных бумаг. Просто в этот раз здесь будут несколько новых вводных. Теперь вместо скинов из CS или Rust вы увидите на полке магазина небольшие кусочки компаний, кусочки бизнеса. И если раньше вы приобретали несуществующий автомат из видеоигры, который даже вам не принадлежит и может исчезнуть в любой момент, то теперь вы приобретаете долю в реально существующей компании, например в Газпроме или в Apple. Начинающему стартаперу сразу стало интересно, как это работает. Для того, чтобы понять сам механизм, нужно заглянуть немного в историю и разобраться с понятием ценная бумага. Понятие ценная бумага – это рудимент, как копчик у человека, и по сути пришло к нам из истории. Сейчас на рынке нет никаких бумаг, но когда-то давно каждый гражданин был способен инвестировать
инвестировать собственные средства в развитие компании и стать ее совладельцем. А чтобы подтвердить этот факт, выписывалась как раз определенная ценная бумага. В данном случае это акция. Акция — это как раз и есть доля владения компанией, позволяющая владельцу получать часть прибыли с предприятия в виде дивидендов. Или говоря простым языком, фиксированного процента от прибыли. Человек, владеющий данной акцией, называется акционер или инвестор, а компания, выпустившая ценную бумагу, то есть в данном случае акцию, называется эмитентом. Эмитентом или продавцом могут быть частные организации, госкорпорации и даже само государство, выпускающее ценные бумаги на рынок. А сам процесс выпуска ценных бумаг называется эмиссией. Получается, для торговли на бирже нужно всего два условных человека: представитель компании и инвестор? Не совсем так. Помимо них на рынке присутствуют и другие участники. В первую очередь это профессиональные участники механизма рынка, то есть структуры, поддерживающие работу рынка и контролирующие законность совершения тех или иных операций. Но и это еще не все. Самостоятельно вы приобрести ценные бумаги компании не можете. Для этого вам нужен посредник. В данном случае это брокер. Брокер как раз и есть связующее звено между всеми участниками рынка. Он выступает от вашего имени и заключает сделки с продавцом, приобретает ценную бумагу, затем отсылает всю необходимую информацию контролирующим органам. В обмен на это брокер забирает комиссию. Для вас это происходит за доли секунды, но на самом деле все дело в четких отлаженных процессах. И если вы любите развлекательный контент, то можете посмотреть фильм «Волк с Уолл-стрит». Данный фильм в достаточно интересном ракурсе показывает работу брокера. Особенно важно посмотреть этот фильм в начале своей карьеры на фондовом рынке, дабы понимать, почему не стоит слепо верить брокерам, почему опасно передавать доверительное управление и почему важно действовать своим умом. Что мы имеем в результате? Фондовый рынок – это та же самая известная нам торговая площадка, но теперь мы можем приобретать долю в компании в обмен, получая расписку в виде ценных бумаг. На рынке есть продавец, покупатель, посредник, а также регулирующие и контролирующие органы. Но что мы можем купить на фондовом рынке? В первую очередь, как мы с вами и сказали, это акции. Акции бывают разные, обыкновенные и привилегированные. Для нас, простых работяг, особой разницы нет, стоит смотреть на конкретную компанию. Обычно владельцу привилегированных акций 100% присылают дивиденд, в то время как владельцы обычных акций могут так их и не дождаться. Что касается управлением компанией, то тут уже в приоритете владельцы обыкновенных акций. Привилегированные владельцы обычно ограничены в своих действиях. Но, как я уже и сказал, нам, обычным работягам, это не грозит. Вряд ли это видео смотрит миллионер из трущоб и думает акционером какой компании ему бы стать. Далее в списке идут облигации. Это более сложный инструмент, который представляет собой срочные долговые расписки организаций, которые дают своему владельцу право получать установленный доход, а по истечении срока оборота вернуть обратно все вложенные средства. Пока подробно останавливаться на них не будем, более подробно поговорим в отдельном ролике. Еще на рынке существует фонд. Биржевой фонд – это также ценная бумага, но ее выпускает компания-инвестор. В данном случае компания купила акции условно 10 компаний из сырьевого сектора, а затем выставила на рынок собственную ценную бумагу, цена на которую изменяется в зависимости от изменения стоимости 10 купленных компаний. Порой этот вид инвестиций подают тем, кто имеет небольшой бюджет и не имеет возможности приобрести акции сразу нескольких компаний. Также на рынке есть еще производные, более сложные финансовые инструменты, такие как фьючерсы, опционы, свопы, но об этом мы будем говорить в отдельном ролике. Для того, чтобы вам сделать первый шаг на фондовый рынок и не потеряться на старте и допустить меньше ошибок, информации об акциях и облигациях вам будет пока достаточно. Ну и как вариант вы можете приобрести на рынке валюту без наценки от банка. Я думаю, вы довольно часто слышите по новостям, что тот или иной миллиардер стал акционером какого-то нового стартапа. Но неужели он приобретает акции, как и мы, на рынке ценных бумаг? И да, и нет. На самом деле фондовый рынок состоит из 4 уровней. Первый уровень или первичный – это как раз уровень, где компании размещают свои первые ценные бумаги, проводят так называемую процедуру IPO – первичное публичное размещение. Вторичный уровень. Это именно наш с вами уровень. Львиная доля всех сделок на мировых финансовых биржах происходит именно на этом уровне. Он наиболее интересен для начинающих инвесторов, поэтому биржи стремятся показать в первую очередь именно его. Третий уровень. Здесь совершаются операции с ценными бумагами, не зарегистрированными на фондовом рынке. Этот рынок интересен тем, кто стремится скупить, к примеру, большую часть обыкновенных акций определенной компании, но при этом не хочет добиться изменения стоимости ценных бумаг. А эти изменения неминуемо последуют за счет повышения спроса на них. И четвертый, самый масштабный уровень, если судить по объемам ценных бумаг на сделку. Здесь происходит купля-продажа напрямую без посредников. Участники рыночных отношений реализуют и приобретают крупные пакеты акций или облигаций компании на солидную сумму. Именно на этом уровне и происходят те самые инвестиции, о которых мы слышим с вами по новостям. Ну что же, подведем небольшой краткий итог. Сегодня мы с вами разобрались с таким понятием, как рынок, поговорили о понятиях спроса и предложения, поняли, что такое фондовый рынок, какие существуют уровни фондового рынка. Также мы разобрались с участниками фондового рынка, а также разобрались с ценными бумагами.
Так давайте же наконец-то разберемся с тем, ради чего мы тут собрались. Как можно заработать на фондовом рынке? Самый первый и самый простой способ заработка на рынке – это инвестиции. Понятие инвестиции само по себе подразумевает, что вы вкладываете деньги в какую-то компанию. За счет ваших денег компания улучшает свои навыки, продукцию и так далее, и из-за чего происходит рост этой компании. А следовательно, увеличивается стоимость ее активов, и это приводит к тому, что вложенные вами средства также растут. Так, например, вы могли в 2017 году купить акции компании Tesla. Вы вложили в нее деньги на долгий срок, и вот через 5 лет компания выросла. Выросла стоимость ее активов, а соответственно и вырос ваш капитал. Вы продали акции и получили в 10 раз больше денег, чем вложили. Вот и все. Следующий способ – это дивиденды и доходность по облигациям. Что такое дивиденды, мы уже с вами поняли. Это фиксированный процент от выручки компании, разделенный на всех владельцев акций. А вот доходность от облигаций подобна кредитованию. Вы даете деньги в долг на определенный период. По истечению данного периода вы получаете свои деньги обратно плюс фиксированный процент. Ну и третий вариант – это спекуляция, то есть ваш любимый трейд. С механизмом работы мы еще поговорим в наших следующих роликах, а пока, я думаю, для старта достаточно и обыкновенных инвестиций. И прежде чем мы закончим, хотел бы еще раз напомнить вам, что только грамотное планирование и тяжелый аналитический труд позволят вам достигнуть желаемого успеха на фондовом рынке. Здесь точка входа намного больше, чем это было на рынке Steam. Если вы серьезно задумались спекулировать, то начните с самого нуля в Steam и только затем переходить на более серьезные рынки. Это очень эмоциональный труд. Здесь нужно иметь крепкие нервы и стальные яйца. Вот и подошел к концу наш первый ролик из цикла «Основы заработка на фондовом рынке». Как вы могли заметить, наши последние ролики становятся все более и более масштабными, включая в себя огромное количество полезного материала и ценного опыта. Это тяжелый труд, и я надеюсь, он принесет свои плоды и пользу конечному зрителю. И если вам понравился изложенный материал и вам интересна данная рубрика, то буду рад любой обратной связи. Лайки и комментарии продвинут данное видео в поиске и привлекут новую аудиторию. Мне важно ваше мнение, так что если вам есть что добавить, то буду рад выслушать. Ну а если у вас есть вопросы, то с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь, если вы здесь впервые, и не забывайте поставить колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних новостей и видео на канале. Вы были, как обычно, на канале Адская Пекарня. Всем приятного аппетита и до скорых встреч.